Это детская площадка? А может, развлекательный аквакомплекс? На самом деле, это жилой дом. Это тоже жилой дом, и на этот раз выглядит он совершенно обычно. Кого вообще может удивить небольшой скромный дом с гаражом на 2 автомобиля? Ты не поверишь, но эти дома входят в рейтинг самых дорогих домов мира. Глядя на этот дом, сразу возникают мысли о скромности его хозяина. Обычная ванная, паркет, как у моей бабушки, гараж на 2 машины. Возможно, здесь живет американский дальнобойщик? О, кстати, этот дом сейчас продается. Чего? 3,5 миллиарда гонконгских долларов? Тут 2 странности. Это не США, и что это за странная цена такая? Если переведем на американские доллары, то тоже не особо радует. Это почти $500 миллиарда. Точнее, 448 миллионов долларов США. Нет, это точно не дом дальнобойщика. Господи, да я бы даже за миллион такой дом не купил. Кто этот человек, который пошел на такое? Так, смотрим его характеристики. Дом имеет 2 этажа и площадь 576 квадратных метров. В нем есть 5 спален с ванными комнатами, гостиная с камином, отдельная столовая, семейная комната, кабинет, гардеробная, островная кухня, подсобная кухня, прачечная комната для охраны и гараж на 2 машины. Все комнаты на 1-м этаже выходят в сад площадью 664 квадратных метра. Дом также имеет огромный бассейн с видом на море и зеленые холмы. Он был построен в 1991 году и принадлежит бизнесмену Джан Юнфэю. Это основатель компании Hengan International, которая производит санитарные прокладки и подгузники. Данный дом считается одним из самых дорогих в мире, если считать цену за метр. Он является одним из самых редких в Гонконге, так как он является отдельно стоящим домом, а не частью жилого комплекса. С одной стороны, дом находится в тихом и уединенном месте, но в то же время недалеко от центра. В этом и разгадка. Недаром же говорят матерые риэлторы, что в недвижке важны 3 вещи. Это расположение, расположение и еще раз расположение. В этом доме нет ничего особенного. Но в Гонконге очень дорогая земля, и каждый квадратный метр на вес золота. Как мы видим, сложно судить по одежке. Если ты неопытный риэлтор, то далеко не всегда способен угадать цену дома. Как говорят, у богатых свои причуды. С этого ракурса это похоже на обычную детскую игровую аквазону. А если посмотреть сверху, то это больше похоже на застывшие пузырьки в грязи или глине. Но нет, это вполне жилой дом. Да-да, здесь реально живут люди. Этот необычный дом называется Дворец Пузырьков, который находится во Франции, на Лазурном берегу, недалеко от Канн. Он был построен в 1979 году по проекту архитектора Антуана Лавагетта для модельера Пьера Кардена. Карден – это известный французский модельер итальянского происхождения, который славится своим авангардным стилем и космическими дизайнами. Он решил построить такой странный дом, потому что он был вдохновлен идеей создания гармонии между человеком и природой. А также он хотел выразить через дом свою индивидуальность и творчество. Он считал, что дом Пузырьков является символом будущего и космоса, а также отражением его авангардного стиля в моде. Ну, если он имел в виду современную научную модель мультивселенной, состоящей из бран в виде пузырей, то это похвально. Для справки, брана – это в теории струн М-теории гипотетический фундаментальный многомерный физический объект размерности меньшей, чем размерность пространства, в котором он находится. Протяженная R-мерная мембрана, где R – количество пространственных измерений. Дом состоит из 28 пузырьков, соединенных между собой коридорами и лестницами. Каждый пузырь имеет округлую форму и окна разных размеров и цветов. В доме есть 10 спален, 11 ванных комнат, кухня, гостиная, библиотека, домашний кинотеатр, тренажерный зал и бассейн. Это здание, если его так можно назвать, окружено 8,5 гектарами земли с садами, прудами и фонтанами. Дворец Пузырьков является одним из самых дорогих и оригинальных домов в мире. Во сколько ты бы оценил такой дом? Напиши об этом в комментариях. Он оценивается в 390 миллионов долларов США. Этот дом строился целых 14 лет и стал одним из самых знаменитых и необычных домов в мире.
Грабители домов обычно не местные, иначе их быстро найдут. И вот представьте себе такую картину. Проезжают такие грабители мимо этого сарая или котельной, или... «Боже, чё это за курятник?» – воскликнут наши грабители и поедут дальше. Но мы же не неотесанные грабители, верно? Потому давайте остановимся и обойдем этот дом. И что мы видим? С другой стороны, сарай превращается чудесным образом в нечто невероятное. Дом Кокон в Хэмптонс – это необычный дом, который был построен в 2019 году по проекту архитектора и дизайнера Нины Эдвардс Анкер, возглавляющей студию NEA. Дом имеет две части. Та, что выглядит как кокон-котельная, полностью обшита кедровым фасадом, а другая, которая полностью стеклянная, открыта свету и океанскому бризу. Площадь этого сооружения 576 квадратных метров и включает в себя 5 спален, 11 ванных комнат, кинотеатр, тренажерный зал, библиотеку и бассейн. Вокруг дома 664 квадратных метров земли с садом и прудом. Особенность этого дома в невзрачной закрытой части с одной стороны и полном остеклении с другой стороны. Над коридором, соединяющим пространство дома, есть несколько световых люков, созданных на основе цветовой теории Гетте. Оттенки варьируются от ярко-красного до темно-желтого. Те, что ассоциируются с закатом и отдыхом, расположены ближе к спальне, а те, что побуждают к активности, установлены у входа в гостиную. Дом Кокон в Хэмптонс является одним из самых дорогих и экологичных домов в мире. Его стоимость оценивается в 448 миллионов долларов США. Он получил LEED-сертификат по причине того, что при строительстве были применены только металлические балки и древесина, а вместо кондиционеров используется естественная вентиляция, и на фасаде установлены солнечные панели. Американская система оценки LEED вторая по популярности и одна из самых жестких систем эко-сертификации в мире. Считается, что этот дом позволяет жителям синхронизироваться с солнечными ритмами, так как остекленной частью обращен к солнцу. Вы бы хотели жить в таком доме? Я бы точно не отказался. Но вот хозяйка этого дома сначала его строила для себя, мужа, своих детей и собаки, а теперь сдает его в аренду за $4000 за ночь. Если не верите, то в той местности такие сейчас цены. Вот так. Порой мечта превращается в неплохой бизнес. На что это похоже? На ад? На мусорную кучу? На самом деле, это трущобы Мумбаи в Индии. И мы сюда еще вернемся, как бы вам этого было не противно. А что это? Ну, у многих будет вполне логическая ассоциация с раем. И действительно, Гоа в Индии – это одно из шикарных курортных мест с потрясающими видами природы и чистыми пляжами. Но хотите увидеть настоящий рай? Для этого нам нужно опять вернуться в Мумбаи. Вот это самое место. Этот дом на 27 этажей называется Антилья. Он так назван в честь мифического острова в Атлантическом океане, который считался раем на земле. Хозяин этого дома, Мукеш Амбани, считает, что его дом олицетворяет этот рай. Он специально построил такой дом, который бы отражал его богатство, статус и вкус, что спорно в общем-то, а также был уникальным и не похожим на другие дома. Он очень хотел иметь дом, который бы обеспечивал ему и его семье комфорт, безопасность и развлечения. В этом огромном здании живет семья из 6 человек. Мукеш Амбани, его жена Нита Амбани и их 3 детей. Также с ними живет мать Мукеша, Кокила Амбани. Также в доме работает около 600 служащих, которые обслуживают дом и его жителей. Это получается по сотне на человека. Забавно. Согласно данным Realence Industries, возведение здания Антилья обошлось в $70 миллионов США, а на сегодня оно оценивается в $2 миллиарда, что делает его самым дорогим жильем в мире. И если вас спросить, каково жить в трущобах совсем рядом с самым дорогим домом в мире, то с удивлением узнаете от местных жителей, что хозяина считают хорошим человеком и каждый должен находиться на своем месте. И хоть местные спокойно относятся к соседствующему богатству, тем не менее данный дом очень хорошо охраняется. Рядом даже постоянно дежурит самый настоящий военный броневик. Ну ладно, мы поняли, что если ты повернут на богатстве, то строишь себе самое дорогое здание в мире. А что получается, если ты повернут на экологии и хочешь по минимуму вмешиваться в природу? Посмотри на свою комнату, в которой ты живешь. Не квартиру, комнату. Если она шириной 3 с небольшим метра, поздравляю, ты можешь представить, как выглядит один из самых узких, но в то же время дорогих домов. Одна пожилая пара экоактивистов, живущая в ЮАР, обратилась в студию Фрэнки Паппа
Тапас. Архитекторы этой студии использовали лазерное сканирование местности, чтобы получить трехмерную модель ландшафта и не повредить ни одно дерево или куст на участке. Хозяева этого дома желают оставаться неизвестными, потому никто не знает, как их зовут. Только известно имя их собаки – Барни. Также они не раскрывают сумму затрат на строительство этого дома. Но по прикидкам получается очень дорого. Этот, очень узкий дом в ЮАР был построен в 2020 году. Он расположен в национальном парке Ватерберг в густом лесу. И, как уже было сказано, имеет ширину всего 3,3 метра. Подозреваю, что ключевым моментом здесь была не замороченность хозяев на экологии, а в условиях администрации. Ведь известно, что в парках обычно запрещают какое бы то ни было строительство. Страшно представить, сколько стоило само согласование строительства с властями. Наверное, и без взятки там тоже не обошлось. Этот дом состоит из 2 деревянных мостов, соединенных кирпичными опорами, которые имитируют скалы из песчаника. В доме есть гостиная, кухня, обеденная зона, кабинет, дворик с печью и бассейном, а также камин на высоте 4 метров над лесной подстилкой. Он также имеет несколько световых люков, созданных на основе цветовой теории Гетте, которые меняют оттенки в зависимости от времени суток. Дом обладает собственной системой электроснабжения, водоочистки и вентиляции и не подключен к городским сетям. Сейчас мы смотрим сверху на этот проект. Но где же сам дом? А на самом деле все, что ты видишь, по сути и есть дом. Да, сверху это выглядит просто как лужайка, но на самом деле это огромное и очень дорогое здание. Это частная резиденция под странным названием НН в Подмосковье, которая была спроектирована архитектурным бюро Александра Эрмана и берлинской студией J. Mayer Ash в 2020 году. Дом имеет необычную форму, состоящую из нескольких объемов, которые соединяются между собой. Дом расположен на участке треугольной формы, окруженном столетними соснами, и гармонично вписывается в природный ландшафт. Настолько природно, что с воздуха и издалека вообще сложно понять, что там хоть какой-то дом стоит. И неудивительно, ведь он имеет зеленую крышу. Зеленую, в смысле озелененную живыми растениями. Эта крыша улучшает микроклимат внутри здания. Основными материалами в интерьере являются бетон, стекло, дерево и металл, которые подчеркивают современный характер дома. В доме также используются различные элементы декора, такие как картины, скульптуры, ковры и подушки, которые добавляют цвета и жизни в помещение. Дом состоит из 2 этажей, на которых расположены разные зоны. На первом этаже находится гостиная, столовая, кухня, кабинет и гостевая спальня. На втором этаже находится главная спальня, детская комната, библиотека и кинотеатр. Дом также имеет несколько террас, на которых можно наслаждаться видом на природу, загорать, читать или обедать. Дом окружен красивым садом с фонтанами, скульптурами и декоративными растениями. Он также имеет бассейн, спортзал, сауну и гараж на несколько автомобилей. И тут невольно всплывает в голове вопрос: а кому ж потребовалась такая скрытность? Что нам говорит интернет по поводу владельца? Может, это Джеймс Бонд или другой секретный агент? Но максимум, что удается найти, это то, что хозяин является основателем и владельцем компании ABK, которая занимается развитием недвижимости, строительством и благоустройством. Компания ABK была одним из крупных подрядчиков в роскошной резиденции бывшего президента Украины Виктора Януковича в Межигорье. Да уж, в некоторых странах лучше и не знать хозяев домов, чтобы спалось покрепче. Стоимость этого дома официально неизвестна, но по некоторым оценкам она может достигать нескольких сотен миллионов долларов. Дом обладает высоким уровнем комфорта, безопасности и технологичности. Однако сложно оставаться анонимным, если хочешь продать дом. Российский миллиардер Владислав Доронин, основатель и владелец сетей отелей «Аман» и девелоперской компании Capital Group, хотел сделать необычный подарок супермодели Наоми Кэмпбелл, с которой тогда встречался. Он заказал проект у Заки Хадид в 2006 году. Это единственный в мире частный жилой дом, спроектированный знаменитой британской архитектором или архитекторкой, архитекторессой, в общем, неважно. К сожалению, она скончалась в 2016 году, а дом был достроен аж в 2018 году в элитном поселке под Москвой. Он попросил Заху создать дом, из которого бы открывался вид на чистое небо, будучи выше крон деревьев. Для этого архитектор придумала своеобразную капитанскую рубку, которая стала самой высокой точкой дома, почти 36 метров над уровнем земли. Форма дома в Барвихе отражает ее характерный стиль, который сочетает футуристические,
динамические и органические линии космического корабля. Хадид вдохновилась творчеством русского авангарда, особенно Казимира Малевича, а также архитектурой Антонио Гауди, который гармонично вписывал в свои здания природный ландшафт. Архитектор стремилась создавать архитектуру, которая бы не просто стояла на месте, а словно двигалась, летела и жила. Цена этого дома составляет около 75 миллионов долларов США. Это один из самых дорогих объектов недвижимости, которые продаются в России на данный момент. Дом был выставлен на продажу в 2018 году. По сути, он продается по цене ниже, чем было затрачено на строительство. Но при этом эксперты рынка недвижимости считают цену дома нереальной, которая не соответствует реальному спросу. Честно говоря, не совсем понятно, на что они опирались в своей оценке, так как дом уникальный, и его невозможно сравнивать с чем-то подобным. Наверное, просто сама обстановка на рынке недвижимости такая, что вообще дорогие дома стоят мертвым грузом и не продаются. Иногда, глядя на объект недвижимости, сложно понять, откуда берется такая сумасшедшая цена. И думаешь, а зачем закапывать такие сумасшедшие деньги в недвижимость, которые потом никогда не сможешь оттуда достать обратно. На этом у нас все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться и ставить лайки, если вам понравилось это видео. И до встречи в следующих видео выпусках. Пока!